Вот сейчас мы находимся в том доме, принадлежавший моей маме и моему отцу Сергею Федоровичу Бондарчуку и Инне Владимировне Макаровой, где много лет назад произошла встреча между мной и Тарковским. Правда, это произошло чуть-чуть вот рядом, через дорожку мы пробежали, Андрюшка и я, и оказались в доме Ирины Александровны Жигалко. Ирина Александровна Жигалко – педагог Рома. Мне было 13 лет. В это время я уже прочла Станислава Лема «Солярис». Андрей Алексеевич не читал этого романа в это время. Он был студентом Михайловича Рома. И собрались там ученики Рома. Кто-то затапливал камин, не очень неудачно, дымился он. Кто-то налаживал самовар, а кто-то качался в кресле качалки, как вот сейчас я качаюсь. Так вот, тот, кто у камина, это был Андрон Кончаловский. Тот, кто у самовара, Василий Макарович Шукшин. А тот, кто в кресле качалки с усиками, был Андрей Алексеевич Тарковский. Ему я и передала книжку «Солярис», поскольку книга была не моя, Ирина Александровна Жигалко. Вот так мы познакомились и потом вспоминали об этом с Андреем Алексеевичем. И вот сейчас, много лет спустя, потому что снималась я, когда мне было неполных 18 лет, сейчас мне немножко больше, и нет в живых уже Андрея Алексеевича Тарковского, я снимаю фильм о Пушкине, самый свой серьезный фильм, я размышляю, что есть гений. И вообще, нужны ли они нам, людям, гении? Неудобные они очень люди. С ними всегда какие-то проблемы. Андрей Алексеевич Тарковский, я не знаю, был ли он гением, но он был сверхталантливым, можно сказать, человеком. Уже когда я училась в Авгике, я помню, что у нас по кулуарам в ГИКа пошел слух: гений идет, гений. Коридор. В ГИКа шел гений. Маленький, с усиками, помпончики, шапочка с помпончиком, шарф, который ему Марина Влади подарила. Шел гений, непризнанный. Никто его фильмов не видел, но все знали, что это идет гений. И он пришел к нам, и все шушукались: выбирать пришел. Я говорю: а на что? «Солярис». А я так любила этот роман, мне так нравился Станислав Лем, я так хотела сниматься. А в это время я играла «Над пропастью воржи» в Фибе 13 лет, Гертруду, сцену с Гамлетом, 42 года. И меня выносили в кресле в образе коробочки, 82 года. Вот, наверное, за этот диапазон Тарковский меня пригласил. Я сразу очутилась в обществе Баниониса, который сразу в меня поверил и очень мне помогал. Он очень хотел, чтобы я снималась. И Андрей Алексеевич после... Я что-то плакала, что-то играла. Он подошел после съемок, сказал, пожал мне руку, так говорит: ну, Наталья, молодец, как ты играешь, как тебя научил Герасимов. Я говорю: да, я тебя не утверждаю. Я говорю: да. И можно поинтересоваться, почему? Ну, ты на себя посмотри, тебе сколько лет? Я говорю: ну, мне уже вот скоро 18. Ага, спроси-ка у Донатса, сколько ему лет. Донатс был намного меня старше, и он мне, мужья, не подходил никоим образом. Но это такой был... Донатс обиделся, что такое про себя задумал. Ну, так, чтобы найденная Наталья не пропадала, он подарил мне своей подруге Ларисе Ефимовне Шипитько, у которой я снималась в фильме «Ты и я», без проб, вот по пробам Андрея. Снимались на Норильске, очень интересно, это по сценарию Геннадия Шпаликова. Проходит полгода, я приезжаю со съемок и узнаю, что Андрей Алексеевич Тарковский перепробовал множество актрис, причем, по-моему, даже и зарубежных. Ну, все наши актрисы были перепробованы. И не выбрал еще. Тогда я ж хитрая, я поговорила с Ларисой Шипитько, я говорю: Ларис, я прошу, ну, покажи свой материал, Андрей. Они очень дружные были. И Лариса показывает свой материал. Андрей Алексеевич смотрит, говорит: это что за артистка у тебя такая? Он говорит: ну, так это же Наталья, твой подарок. Какой подарок? Как зовут? Наталья. Ну, Бондарчук.
Как Бондарчук? Это Бондарчук? Отдавай подарок обратно. Все, я была утверждена с ее проб в его фильм. Мы начали снимать активно. Андрей Арсеньевич прежде всего творит атмосферу. Это уникальный режиссер. Я думаю, это единственный, в общем-то, кроме моего отца, режиссер, которого очень хорошо знали на Западе. И его картины, конечно, все они обращены на мировой зритель. Потому что в это время, в нашей, извините, совдепе, эти фильмы были нонсенс. Они все были о вечности. А у нас тогда вечность не признавалась. Мы все были очень, так сказать, так, гробовщики, так, смертны. А он о бесконечности, о вечности, о поэзии, высокой поэзии, которая всегда идет туда, к Богу. Он был верующий человек. Андрей Арсеньевич был верующий человек. Правда, вера его, может быть, была более космична. Он, так сказать, занимался там разными вещами. Но он был верующий человек, и это было видно. И вот интересно, наверное, чем хуже живется художнику большому, труднее, а ему было очень трудно, тем интереснее сам художник. Он преодолевает себя, преодолевает общество, которое его не признает совершенно. Он был сам очень нервным человеком, чудовищно нервным. То есть это за гранью, почти больным человеком. Это не в том плане, что он был сумасшедший, ни в коем случае, но в том плане, что все мы, люди, одержимы искусством. Он был одержим искусством. И поэтому он был страшно нервный. Он все время касал себе ногти, он все время он представлял, он жил этими персонажами, он жил этой атмосферой. Для него все было важно. Если для дилетантов кино, ну, актер плохо сыграл, ну, музычку здесь подложим, ну, декорация не та, ну, мы здесь это... Для него все было важно, абсолютно. От декорации Миши Ромадина до нюансов съемки гениального оператора Вадима Юсова, гениального, я считаю. Вот один эпизод с Юсовым, если можно. Я Вадима очень люблю как оператора, это тончайший художник. Я снималась у него, там есть такая пленочка, которую прокручивают они как бы в жизни. И встреча Хари, моей героини, с самой собой, любительская пленка. И мы снимали вот здесь вот под Звенигородом, недалеко. И я стояла, смотрю, а мне весь материал показывали. Смотрю на экран, думаю, какие интересные корни, какой красивый вид. Я здесь никогда не была. Это я стою. Ой, а где это было? И тут я понимаю, что Андрей Тарковский ему предложил, а Юсов снял так личностно, что я даже не поняла, что я участвовала в этой съемке. Это было другое место, потому что это было подано глазами другого художника. Я его так не увидела. Я не увидела эти корни, я не увидела эту кору, я не увидела своего лица. И вдруг неожиданно это я стою. Вот феномен. Потому что каждый художник очень индивидуален. Еще такая фраза у него была: если я не сниму длинный нудный фильм, я застрелюсь. Это, конечно, шутка. Да, у него эти колыхания этих трав и так далее. Когда мы на пейзаж смотрим, просто вот смотрим, смотрим. Но мы еще смотрим, и мы уже что-то ждем. Мы ждем из этого пейзажа что-то, нечто, и начинает напрягаться наше внимание. Это вот сродни медитации как раз. Он мастер в этом. Если мой отец мастер массовых динамических сцен, которые никто больше в мире так не снимет, как отец, то я думаю, так вот атмосферу понять, как... Вот я вам хочу сказать, тогда реальность становится иным временем, временем искусства. Если мы смотрим просто на пейзаж, это документальный фильм. Если мы в нем уже начинаем видеть и слышать нечто другое, и нам художник дает эту возможность для души, мы начинаем уже видеть искусство,
и оно завораживает. Но только тех людей, у которых есть вот чем завораживаться. То есть он накопил настолько, что может это воспринять. Поэтому это искусство, безусловно, не для всех. Как мы с ним работали? Я ему полностью доверяла. Полностью. Вот он мог сказать: «О, у меня болит сердце». Это я знала, что я плохо играю. Больше всего он любил в искусстве пафос сложный. Что это такое? Вот, например, я начинаю играть, так, защищая себя от этих людей. Он говорит: что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты же женщина. Они тебя не будут слушать. Зачем? Ты как дверцами скрипишь. Вот указание режиссера. То есть, а только потом я поняла, насколько он прав. Почему? Потому что если подняться до высокого пафоса, такое Зоя Космодемьянская в роли Хари, то, простите, не будет образа. А здесь она не имеет возможности себя защищать. Она никто, она матрица. Она уже осознает, что она не человек, что ее каким-то образом, вот она только подобие такое. Это потрясающий конфликт. Потом мы с Андреем обсуждали, в общем-то, мы очень были дружны, очень тесный у нас был контакт. И он мне спросил, я говорю: Андрей Алексеевич, знаете, что я играла? Я играла русалочку Андерсона. Она тоже не имеет права на любовь к человеку. Она с рыбьим хвостом, она русалка, на 300 лет живет, но без души человеческой. Но она его так полюбила, что она стала человеком. И вот моя Хари, не имея права ни на что, начинает любить, понимать человека и становится человеком на глазах. Да. Может быть. Но я становлюсь человеком. Вот это преображение, это уникально, и это мой любимый фильм, несмотря на то, что я снималась в фильме «Красное и черное» по Стендалю. Гениальный совершенно роман, и мой учитель Герасимов снимал. Несмотря на то, что я играла Марию Волконскую в фильме «Мотыля звезда пленительного счастья», несмотря на то, что у меня более 42 ролей в кино, «Солярис» – это этапная картина, это моя любимая картина. Но я, став уже режиссером, я понимаю, что однажды я посмотрела все картины подряд Андрея. Это был такой в Сургуте фестиваль. Приехал Янковский, приехала Маргарита Терехова. В общем, все артисты. И мы впервые с этой командой посмотрели подряд все фильмы Тарковского. Вы знаете, мы не могли разойтись потом. Мы не могли друг друга покинуть. Мы размышляли, что такое вот это чудо, явление. Это все равно, что мы посмотрели один фильм. Один фильм. Потому что там самое интересное сам Тарковский. И вот он везде, он в моем персонаже, он у Донатаса и так далее. Но, с другой стороны, это не ограничивает. Вот это странно, потому что обычно это когда самостный режиссер, и он ограничивается собой, то фильм получается необыкновенно суженным. Здесь этого не происходит. Почему? Может быть, потому что он очень любил вот эту атмосферу, он любил звуки, он любил странность характера, он любил движение ресниц, он творил атмосферу, как никто. Однажды у Андрея было странное такое решение, чтобы взять разных операторов. 4 лучших, там, Антониони, там, Прессон, он, там, не знаю, гениальные режиссеры. Но чтобы сняли один и тот же сюжет. С одними и теми же актерами. И он говорит, это было бы феноменально интересно, потому что это были бы абсолютно разные фильмы. Вот эти все фильмы, они столь индивидуализированы у Андрея Сенча.
Фильм «Солярис» получил гран-при на Каннском фестивале, гран-при де жюри. Это второй официальный приз Каннского фестиваля. Это большая премия жюри. И в советское время скрывалось, мы получили премию протестантской католической церкви за божественное начало в фильме. Это скрывалось тщательно, потому что, как советский режиссер получает такую премию. Я думаю, эти средства, которые были в Ватиканской, я не знаю, где они были в Италии, помогли ему выжить. Жизнь Андрея была чудовищной. «Солярис» и еще не вышел, и не вышел Рублев. Вот была ситуация. Это было буквально 3 месяца, но эти 3 месяца могли стоить ему жизни. Я помню, что нашему фильму дали 42 замечания. Можно было начать сначала снимать этот фильм. Особенно придирки были, конечно, к сцене моего воскрешения. Это самое серьезное в фильме. Я готовилась, конечно, к этой сцене. На мне был такой кристаллический раствор, который покрывали. Кстати, он на мне испытывался. И выживу я под ним или нет. Но мы люди отчаянные. Нам главное снять. А выживем, не выживем, это уже вопрос вторичный. Вот. Меня, значит, покрывали этим вот составом, который на мне кристаллизовался. И я могла под этим составом быть несколько секунд буквально. А чтобы понять, выдержу я или не выдержу, я ведь не дышу, я труп. Я выпиваю жидкий кислород и становлюсь вот куском льда. И выдержу я или не выдержу, не было ясно. И Андрей с Инчем я общалась на пальцах. Он мне говорит, мы так договорились с ним, он говорит, выдержишь полминуты? Я говорю, да. А я выдержала 1,5 минуты, потому что я плавала под водой, у меня очень хорошее дыхание, я могла задержать очень сильное дыхание. И он так обрадовался, что он снял, что удалось это снять, что он вдруг надо мной так наклонился, говорит, ой, молодец ты моя Снегурочка. И тут случилось бы ужасное. У меня поползла так вот улыбка, а на мне эта кристаллическая маска, у меня могла порваться вот так лицо. А рядом стояла вода в этом ведре, так меня размораживали. Я взяла так на лицо воду эту, и все на меня растаяло. Тут я ему сказала все, что я о нем думаю в этот момент. Но вообще мы жили с ним душа в душу. Он очень бережно относился ко мне. Было просто прекрасно снимать. И с другими актерами у меня был полный контакт, потому что Донатос меня просто обожал. За что еще? За то, что мы втихаря-то Андрея репетировали. Дело в том, что наш гений репетировать категорически отказывался. Он хотел все как в жизни. Вот, предположим, мы 2 часа укладываем причесочку, он приходит, мне вот так вот ебарашит, говорит, как ветер уложил. Потом мы еще 2 часа причесываемся, потому что через 5 минут он скажет, а что она такая лохматая ходит? Вот. То же самое происходило с Донатосом. Донатоса он замучил невероятно совершенно. Вот. А главное, его была такая игра гениальна. Все. Игра гениальна. А как ты гениально сыграешь, когда ты еще текст вообще не усвоил? Тем более он театральный артист. Ему нужно зерно роли. А Андрею Алексеевичу не нужно зерно роли. Ему нужно состояние актера. Это разные вещи. Кажется, он активизируется. Это твоя энцефалограмма помогла. Знаешь, проявляя жалость, мы опустошаемся. Может, это и верно. Страдание придает всей жизни мрачный и подозрительный вид. Очень интересная атмосфера была на съемочной площадке. Дело в том, что к каждому актеру он относился, конечно, индивидуально. Но, например, более всего он мучил любимого своего Солоницына, потому что Солоницын у него снимался в Рублеве, и он знал, что пока он Толечку не доведет до белого коленя, он от него ничего не добьется. Поэтому он его мучил. И у Толечки начинали вот так вот бегать глаза, и вот только после того, как у него начинали вот так бегать глаза, он его начинал снимать. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречен на познание. Все остальное блажь. Позвольте вас просить, уважаемый коллега.
Зачем вы прилетели сюда на Солярис? Как, зачем? Вы что, много работаете? Простите, но кроме романа с вашей бывшей женой вас ничего не интересует. Вы целыми днями валяетесь в постели из идейных соображений и таким способом исполняете свой долг. Вы потеряли чувство реальности. Простите, но вы просто бездельник. Ко мне он относился как, вот я говорю, деликатно и невероятно. В общем, все. Читал какие-то стихи, чтобы меня настроить. В общем, прекрасно. Баниониса, он так достаточно так ревнивый, так это, ну, это народный артист, да, я понимаю, конечно, все. Вот. И Донатос это чувствовал. Ему не хватало, многое не хватало. Ну, Влад Боржецкий, Юрий Ярвит – это команда изумительных актеров, изумительных каждый. И вот я помню, самая любимая моя сцена, конечно, в библиотеке. Миша Ромадин изумительно ее создал. Это вот этот микромир, который взят в космос, лучший от Земли взято туда. И посмертная маска Пушкина, и этот дракон, и все вот это, и Брейгель, и наше с ним летание с Донатосом Банионисом. Вы знаете, на самом деле мне все было очень интересно и легко. Потому что действительно вера в режиссера была абсолютная. Мне очень нравилось, когда он подходил и говорил: понимаешь, мне совершенно не важно, как ты играешь и что ты говоришь. Мне важно, что ты живешь, что у тебя дрожат ресницы, что у тебя наворачиваются слезы. Вот это вот. И он подходил таким образом не догматично, не объясняя к жизни человеческого духа. Духа. Это прежде всего. А одну подсказку он мне феноменальную дал. Когда я снималась в фильме вот это «Обожжение», да, и там вот есть момент, когда она размораживается, она приходит в себя. Он мне сказал: понимаешь, она возрождается через боль. У нее появляются органы. То есть вот этот труп, который идет на возрождение через смерть. И он мне дал подсказку такую, вот сосредотачивать на руках глаза. Это мне так помогло вот выйти и увидеть, и вдруг осознать, что смерти нет, оказывается. Я думаю, опять же, мы все это переживем в жизни, потому что смерти нет, я об этом убеждена. Есть преображение, что хотите, трансформация, но дух неуничтожим. Уничтожим наша оболочка тела. Кстати, мы абсолютно едины с ним в мировоззрениях. Он тоже никогда не верил, что вот это вот что-то значит. Поэтому, когда сквозь это физическую оболочку просвечивает иное, вот видели, у меня такой инфернальный немножко взгляд в начале. То есть смотрит не Харри, не земной человек ушедший, а через нее смотрит Солярис, космос, Господь Бог. Что хотите, но это вот то самое вишть. Я думаю, что таких фильмов очень-очень мало. Очень мало. Я смотрела «Солярис», когда он вышел, смотрела в разных странах. Я объездила 42 страны с фильмом.
Я была и в Новой Зеландии, и в Австралии, в Боливии, в Гвинее, там, я не знаю, во Франции много раз, в Италии много раз, в Канаде, в США с этим фильмом. Он был на фестивале Сан-Франциско, этот фильм. И каждый раз я видела людей, которые выходили потрясенные. Потрясенные именно этим божественным началом. Этой атмосферой, которую он умел создать. Что есть Солярис, вот для меня сегодняшний? Это жизнь после жизни. У каждого из нас будет такая встреча. Совесть, которую невозможно и нельзя погасить здесь, на земном плане, никакими молитвами. Замолить свой грех. Уйдем, каждый получит своего гостя. То есть то, перед чем он, собственно, виноват. И невозможно это здесь отмолить, здесь что-то исправить, потому что у многих людей нет в живых. И тебе друзья будут говорить: да нет, ты тут ни при чем, она просто так вот случайно покончила с собой. Харри, моя героиня. Нет, при чем? Сердце-то знает, что недолюбил, обидел смертельно, и женщина ушла. Ушла в небытие. Казалось бы, ушла. А на самом деле все ближе и ближе к тебе. Все, чем старше становишься, тем грех более сильно овладевает твоим сознанием, в конце концов, он встанет перед тобой. Все фильмы Андрея Сенча не только пророческие, но они, к сожалению и к несчастью, пророческие для него самого. Потому что, когда он уехал из страны, и есть такая фраза в фильме «Солярис», ну, приблизительно я ее так перефразирую, скажу: мы любим только то, что можем потерять. Дом, родину, женщину. И на какой-то период он все это потерял. И заболел смертельно. Вот ценность для Андрея, видимо, для самого человека, был дом, которого у него почти никогда не было. Уют, который никто ему так и не создал. Женщина, та, которая бы его до конца понимала. И родина, которую он очень любил, которая его совершенно не понимала и не принимала, ну, как и всех гениев. И он давно задумал этот побег, когда умерла у него мама, и он не мог на родину вернуться, чтобы ее похоронить. И вот тогда вот эти раковые клетки начали вымещать. Кто-то считает, что рак – это даже какое-то освобождение человека, это какая-то защитная реакция человека. Но это я не знаю, но во всяком случае Андрей был как-то всегда обречен на что-то, обречен на страдания. Однажды в Госкино мы стоим у окна, и вот как раз дали эти 42 замечания, он стоит и плачет. Я стою рядом. Он говорит: я всем приношу несчастье. И тебе. Я говорю: нет, Андрей Алексеевич, вы мне принесли великое счастье работать с вами вместе. Вот он всегда помнил эти слова, которые я ему тогда сказала. А потом уже был Каннский фестиваль, и это смайл, улыбнитесь, улыбнитесь. Художнику, который еле ноги передвигал. Однажды мы пришли к Романину в гости, а Андрей был такой, он немножко сибарейц, он такой, ну, почти такой камильфо, всегда хорошо одетый, рубашечка выглажена, все, он любил. Вилочку взял, ножичек взял и уронил кусочек еды. Поднял на тарелку, съел. Он был голоден. У него не было денег. У него было, по-моему, к этому времени 11 тысяч долгу и ни копейки в кармане. Это в советское время, это по советским меркам. Что такое 11 тысяч, вы помните. Это даже не 11 тысяч долларов, это гораздо больше. Я очень хотела встретиться с Андреем, когда узнала, что он болен раком. То есть, контакта не было, да? Вот я вам расскажу. И мне представилась такая возможность в это время быть в Корбейсоне. Это фестиваль детских фильмов. Я в это время снимала «Бэмби». И сняла, и были международные премии. Я ездила с картиной. И я попросила мне устроить встречу.
КГБшник, который рядом меня пас, сказал: «Ни в коем случае я не позволю вам». И провез меня мимо этого ракового центра. Я никогда не забуду этот ужас. Я готова была выскочить в дверь, как Харри, в вот эту железную дверь. Я билась, как рыба. Харри! Дверь не в ту сторону, Харри! Я не знала, что Лариса уже его бросила в этом раковом центре умирать. Я не знала об этом. Если бы я это знала, я бы все равно удрала куда-то ночью. И меня, я, главное, не знаю Франции. Меня увезли сразу в провинцию, и я там дальше ничего же не знаю. Вот, это был ужас совершеннейший. Но я вам хочу сказать, что однажды у нас такой интимный разговор был, когда мы уезжали из Франции, с Каннского фестиваля, и там очень забеспокоились, что мы можем остаться вдвоем во Франции, в Париже. Там мы встречались с эмигрантами, там, конечно, были такие моменты. Баскаков с нами был и прям бегал так. А мы с ним покупали духи, он своей жене, а я тоже покупала свои духи. И немножко задержались. Приходим на этот в лайнер, Баскаков сидит пунцовый, аж глаза просто... Я говорю: что это, Андрей, он с ним? Он говорит: а он думает, что мы останемся здесь. Я говорю: как? Еще мне даже в голову это не пришло. Как останемся? Он говорит: а что? Могли. Я говорю: почему это? Да нет, это я так. А вообще, кому я там нужен? Вот эти вот фильмы длинные, занудные, я могу снимать только здесь. Вот так вот. И он говорил: я так люблю дом. Андрюшка у него только что родился тогда, ребенок. Нет, он бы не уехал. Если бы не Лариса, он бы не уехал. Лариса захотела другой жизни. Вот. И, в общем-то, оставила его там. И он уже не смог вернуться.